Парк Маяковский в городе Зареченске всегда был оживленным местом. Дети смеялись, бегали под тенью старых деревьев, катались на велосипедах, играли в догонялки и прятки. На лавочке возле фонтана каждый день сидела пожилая женщина с седыми волосами, в вязаном шарфе, старом коричневом пальто и с тканевым мешочком в руках. Она выглядела частью этого места, как будто существовала здесь всегда. «Конфетная бабушка!» — кричали дети, подбегая к ней, заливаясь смехом. Она звала себя просто госпожа Эльвира. С доброй улыбкой и хрипловатым, но ласковым голосом она раздавала карамельки, леденцы и печенье, всегда домашние, сладко пахнущие ванилью. Родители привыкли к ее присутствию, воспринимая как часть пейзажа парка. Некоторые даже благодарили, ведь она отвлекала детей, дарила им радость. Для многих она стала почти городской легендой. Кто-то шептал, что она бывшая воспитательница, кто-то, что потеряла всю семью. Но всем она казалась безобидной. Всем, кроме одной семьи. Семья Рудневых недавно переехала в Зареченск. Семилетняя Надя сначала с радостью принимала угощение от Эльвиры. Она даже рисовала ее в альбоме, с улыбкой, в шарфе, с леденцами в руках. Но спустя неделю девочка начала меняться. «Не ходи к ней, мама», — шептала Надя дрожащим голосом. Она улыбается, но все равно смотрит. Даже когда не двигается, она смотрит. Ольга Руднева сначала не придала этому значения. Мало ли что могло показаться ребенку. Но потом начались бессонные ночи, крики в 3 часа ночи и странные слова. Она стояла у окна, она не моргала, у нее нет глаз, они просто нарисованы. Как-то утром Ольга нашла в рюкзаке дочери конфету, завернутую в белую ткань с вышивкой. 3 круга, переплетенные буквой «Я». Ткань была плотной, как холст, и на ощупь холодной. Вкус конфеты оказался отвратительным, как плесень и мыло. «Она понюхала мои волосы», — прошептала Надя, и сказала: «Так пахнет Ирина». Ольгу пронзил холод. В их семье не было Ирины. Никогда. Она отнесла конфету знакомому пищевому технику Андрею Жукову. Анализ показал: в составе запрещенные вещества, вызывающие нарушение сна, тревожность, галлюцинации и привыкание. Один из компонентов ранее использовался в психотропных препаратах. Ольга пошла в полицию. «Обвиняете пожилую женщину в отравлении детей?» — усмехнулся дежурный лейтенант Кулагин. «Есть видео». Ольга решила добыть его. Она вшила мини-камеру в лямку рюкзака дочери, замаскировав под цветной принт. На следующий день камера записала, как Эльвира вручает Наде печенье в черной обертке, перевязанной красной нитью. «Особое угощение. Завтра твоя очередь», — произнесла она. Затем достала из сумки фотографию Нади, поцеловала ее в лоб и понюхала волосы девочки с таким выражением, будто вдыхает аромат давно забытого дома. Ольга дрожала, глядя на запись. Видео она передала Андрею и через него сотруднице отдела по особым делам, лейтенанту Камиле Орловой. Та, посмотрев запись, помрачнела. «Это уже не просто подозрение. Но нам нужно больше. Материалы, указывающие на умысел. Что-то, что доказывает подготовку, связь с другими детьми». Через 3 дня Ольга, следившая за Эльвирой, увидела, как та уходит не домой, а в заброшенное здание, бывший детский сад «Березка». Ольга и Андрей подкрались к одному из замутненных окон. Внутри была комната, выкрашенная в желтый цвет, бумажные солнца, старые парты, потрескавшиеся, но расставленные строго. На полках — куклы с лицами, вырезанными из фотографий детей, альбомы с подписями, фамилии, дни рождения, запах волос, степень послушания.
На полу детские рисунки, аккуратно разложенные по темам. Некоторые из них были тревожно одинаковыми. Солнце, дом, фигура женщины с пустыми глазами. Первая страница альбома. Надежда Руднева. Прекрасный запах. Напоминает Ирину. Основа нового класса. «Кто такая Ирина?» — прошептала Ольга. Позже Андрей выяснил. Ирина Савельева, биологическая дочь Эльвиры, погибла при загадочных обстоятельствах в 2007 году, утонула в ванне, где мать оставила ее одну всего на 15 минут. Смерть признали несчастным случаем, но в медицинских записях сохранилась пометка. Следы застарелых ушибов, не исключен фактор насилия в семье. После трагедии Эльвира уволилась из дошкольного учреждения, где работала воспитателем. Она некоторое время находилась на лечении в психоневрологическом диспансере с диагнозом «реактивный психоз на фоне утраты». Там она вела тетради, в которых, как позже узнал Андрей, писала вымышленные расписания занятий, сочиняла оценки за послушание, и создавалась фиктивная группа под названием «Класс Ирины». После выписки женщина не вернулась ни в систему здравоохранения, ни в сферу образования. Она сменила фамилию, продала квартиру и исчезла. В течение 10 лет ее имя не упоминалось ни в одной официальной базе, как будто ее больше не существовало. Камила организовала операцию. Ольга подошла к Эльвире в парке и сказала: «Я поняла, я не буду сопротивляться. Я готова поговорить. Приходи сегодня в 10 вечера, в наш класс, только ты», — ответила Эльвира без тени эмоций. Вечером оперативники установили камеры. В 10 часов Эльвира вошла. В руках у нее торт в виде детской головы, изюм глаза, трещины вместо рта. На голове восковая корона. Она пела: «С днем рождения, Надя! С днем рождения! Мама здесь!» Прижимая куклу с лицом Нади к груди, она прошептала: «Ты лучше Иры, ты не убежишь. Мы построим идеальный урок, без побега, без капризов, только свет и порядок». Кровь капала с ее пальца на фотографию. Когда она подняла нож и сказала: «Послушание начинается со вкуса», оперативники ворвались. Эльвира не сопротивлялась. Позже ее признали невменяемой. Диагноз – бредовый педагогический синдром. Желание построить идеальный класс, где каждый ребенок – послушный ученик с жесткими наказаниями за проступки. В ее голове школа была храмом порядка, где любовь выражается через контроль. Здание бывшего детсада снесли. На его месте открыли детскую библиотеку защиты. В ней комната света, где детей учат говорить «нет», доверять себе и обращаться за помощью. Стены расписаны яркими красками, а на входе висит табличка: «Ты не обязан подчиняться, если тебе страшно». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.